Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам, традициям и обрядам на 21 марта. Поговорим о церковном календаре, поговорим о том, каких святых сегодня почитают. Также уделим внимание иконе Божией Матери, поделимся с вами молитвами. Также поговорим о народном календаре, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать, друзья. Далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк, друзья, этому видео, а в комментарии напишите слово «роскошь». И таким образом вы привлекаете к себе изобилие, достаток и благополучие. Не забудьте прописать кодовое слово для этого видео «роскошь». Можете добавить слова, которые у вас ассоциируются именно с этим словом. Очень важно, чтобы вы прописывали и изменяли свою жизнь. Итак, друзья, 21 марта в православном календаре отмечается память святого Лазаря Мурманского, который жил во II веке. Интересная и немного загадочная история этого святого связана с его жизнью и деятельностью, начавшейся в далеком Константинополе. Лазарь Мурманский родился в Константинополе и начал свою духовную жизнь как инок в Высокогорском монастыре. Однако его путь привел и в Новгород по указанию кесарийского епископа Василия. Здесь Лазарь должен был списать икону Софии, премудрости Божией, а также описать церкви и монастыри города. И эта задача заняла у него целых 10 лет. После завершения этой миссии, после смерти местного епископа, Лазарь Мурманский намеревался вернуться домой. Однако перед отъездом ему приснился сон, в котором святитель Новгородский и епископ Кесарийский явились ему и приказали отправиться на север и основать обитель у озера. Следуя указаниям из сна, Лазарь Мурманский попал на остров на Онежском озере, который получил название Мурманский. Здесь он столкнулся с непростой обстановкой. Местные племена не приняли его и начали угрожать физической расправой. Однажды хижину инока подожгли, но икона Богородицы, находившаяся внутри, осталась невредимой. Происшествие с иконой стало точкой перегиба. Лазарь услышал голос, велевший ему построить церковь на этом месте. К тому времени он уже завоевал уважение местных жителей благодаря своим чудесам и молитвам. Лазарь и его последователи возвели церковь Успения Пресвятой Богородицы Печерской, которая привлекла множество отшельников и паломников того времени. Святой Лазарь Мурманский прожил долгую и полную событий жизнь, ушедшую в историю как образец преданности вере и трудолюбия. Его память почитается многочисленными верующими и оставляет следы в истории православия. Также 21 марта в православной церкви особенный день. Это день почитания иконы Божьей Матери Знамения Курской коренной. Этот святой образ является одним из самых древних и уважаемый в церкви. История Курской иконы Знамения уходит вглубь веков. В XIII веке во время нашествия татар город Курск был разорен. Однако благодаря чуду икона была спасена. Охотник обнаружил ее у корней дерева, лик которой был обращен к земле. Икона была поднята, и ее облик оказался схож с иконой Знамения Новгородской. Жители близлежащего Рыльска узнали об этом чуде и начали посещать часовню, где была помещена святыня. Попытки перенести икону в Рыльск не увенчались успехом, она каждый раз возвращалась на место своего первоначального явления. Это послужило знамением для верующих, что Богородица благосклонна к этому месту. Святыня неоднократно защищала верующих во время различных бедствий и военных конфликтов. Перед иконой Божьей Матери Знамения Курской коренной верующие просят о защите и благословении в сложные времена. Они молятся об избавлении от вражды, болезней, об охране и благополучии для всех соотечественников. Эта икона также пользуется особой популярностью среди тех, кто страдает болезнями глаз и другими болезнями.
Друзья, мы в описании к этому видео оставим вам обязательно молитвы, которые вы можете прочитать в этот день, 21 марта. Ну а в народном календаре этот день носил различные названия, такие как весенний солнцеворот, вербоносица, вешнее равноденствие, Лазарь или весеннее равноденствие. Этот день обладал особым значением в календаре, ведь он символизировал период перехода от зимы к весне, когда природа просыпалась от зимнего сна и начинала оживать. 21 марта в народных приметах считается, что именно в этот день можно судить о том, каким будет урожай овощей в огороде и яровых хлебов в текущем году. Это было связано с оценкой будущего урожая и важно было для многих сельскохозяйственных работников, огородников и фермеров. Традиционно погода в этот день являлась предвестником того, что ожидать в сельском хозяйстве в следующем сезоне. Если 21 марта будет ясно и тепло, это обещает плодородие и хороший урожай, в то время как пасмурная или дождливая погода может предвещать неблагоприятные условия для роста растений и, следовательно, менее богатый урожай. Славяне всегда относились к природным явлениям с особым трепетом и уважением. И весеннее равноденствие или весенний солнцеворот, как наши предки называли, было одним из значимых событий в календаре древних обрядов и праздников. Этот день был посвящен равной продолжительности ночи и дня, символизируя начало настоящей весны. Празднование весеннего равноденствия было временем надежды и возрождения. Считалось, что с этой даты природа пробуждается от зимнего сна и начинается период роста и плодородия. Поэтому этот день сопровождался различными обрядами, ритуалами, которые были направлены на привлечение удачи, благополучия и процветания. Одним из таких обрядов было создание фигурок в форме птиц. Люди выпекали их из теста и подкидывали в воздух, ловя тем самым обратно. Этот обычай символизировал желание привлечь в свою жизнь радость, легкость, свободу, которые ассоциировались с птицами. Другим важным обрядом этого дня было добывание нового огня. Мужчины использовали старинные методы, такие как трение деревянных палок, для того, чтобы создать огонь. Этот огонь назывался живым и придавался особый священный смысл. Он использовался для разжигания костров в разных концах деревни, чтобы защитить жителей от болезней, а также для того, чтобы оберегать скот от беды и болезни. Конечно же, все эти обряды и ритуалы наполняли жизнь славян смыслом и верой в благополучное будущее. Они помогали людям пережить переход от холодной зимы к теплой весне с надеждой и оптимизмом. 21 марта – день, когда приходит весеннее равноденствие, а также праздник, связанный с пробуждением природы и новым началом. Одним из символов этого дня являлась верба, которая распускалась и напоминала нашим предкам о приходе весны. Именно поэтому этот день и назывался вербоносицей. Верба всегда считалась особым растением, которое обладало магической силой. В старину верили, что она способна изгонять из дома тяжесть, болезни, ссоры. Для обрядов и лечения использовались веточки вербы. Их листали тело для придания легкости, применяли при головной боли или других недомоганиях. Однако существовали и суеверия, связанные с вербой. Например, говорили, что тот, кто посадит вербу, сам на себя заступ готовит. Тем не менее, это не останавливало людей использовать вербу в медицинских целях. Ее кора использовалась для приготовления целебных настоев, чаев, которые применялись при различных заболеваниях. Вербовые веточки также считались мощным оберегом от болезней, нечистой силы и стихийных бедствий. Весной их использовали для подметания пола в избах, чтобы очистить дом от зловредных духов. 21 марта среди народных знахарей существовало особое поверье и ритуал, связанный с лечением от медвежьей болезни, которое считалось аналогом синдрома раздраженного кишечника. Это верование говорило, что, чтобы избавиться от этой болезни, больной должен был выполнить определенный обряд. Согласно этому обряду, больной должен был 3 раза перешагнуть через скал животного и произнести определенные магические
магические слова. Такое действие, верили знахари, могло избавить человека от неприятного заболевания. 21 марта, друзья, это особый день, который наполнен энергией и новыми возможностями. В этот день важно настроиться на позитивную волну и активно использовать его потенциал. Поэтому начните этот день с улыбки и положительных мыслей. Подумайте о своих целях, мечтах и настройтесь на их достижение. Пригласите родных и друзей на встречу, проведите время вместе, поделившись впечатлениями, радостью и весельем. Также насладитесь, например, вкусным обедом или ужином в компании близких людей. Проведите время в приятной атмосфере и насладитесь беседой. Как вариант, обновите гардероб или приобретите необходимые предметы для дома. Посетите магазины, и это поможет вам, возможно, найти что-то новое и полезное. Используйте это время, чтобы привести дом в порядок. Проведите уборку, вымойте окна и создайте уютную атмосферу в вашем доме. Как вариант, прогуляйтесь на свежем воздухе, наслаждаясь весенней погодой и красотой природы. Проведите время на природе, заглянув в парк или в сад. Также сделайте что-то приятное для себя. Это может быть занятие йогой, медитация, чтение хорошей книги или просто время на отдых и релаксацию. Также встретитесь с любимым человеком, и это может стать значимым для вас. Проведите время вместе, наслаждаясь общением и создавая приятные воспоминания. Также принесите вербу в дом. Помните о том, что верба считается символом весеннего обновления и приносит в дом свежесть и чистоту. Принесите в дом вербовую веточку и почувствуйте ее положительное воздействие на атмосферу и на ваше настроение. Также вы можете в этот день похлестать вербной веточкой детей. Это будет символизировать благословение на их рост и на их развитие. Кроме того, в этот день благоприятно проводить ритуалы, обряды, практики, направленные на очищение и на обновление. Также постарайтесь в этот день заняться творчеством, всем тем, что приносит вам радость и удовольствие. Рисуйте, пишите, занимайтесь рукоделием. Любое творческое занятие поможет вам выразить себя и насладиться творческим процессом. Не упустите сегодня возможность сделать этот день особенным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом и запасайтесь позитивной энергией. Теперь, друзья, давайте поговорим о том, что же нельзя делать 21 марта по народным приметам, традициям, обрядам и обычаям. Согласно народным приметам, в этот день нельзя ложиться спать позже полуночи, иначе можете привлечь к себе неприятности и проблемы. Поэтому лучше следить за своим режимом сна и ложитесь вовремя. Также в этот день очень хорошо, если вы будете раздавать булочки в виде жаворонков. Но главное, не раздавайте им чужим людям. Должны есть эти булочки только члены семьи. Если будете раздавать чужим людям, то можете привлечь негативные энергии. Также, друзья, в этот день запрещается сажать вербу. Ослушавшийся этого запрета может подвергнуть себя опасности и столкнуться с неприятными последствиями. Вместо этого лучше ограничьтесь наблюдением за природой и наслаждайтесь первыми признаками весны. В этот день лучше воздержаться и от начала новых проектов и деловых замыслов. Задуманное в этот день не осуществится или может принести какие-то неожиданные препятствия на вашем пути. Поэтому лучше использовать этот день для созерцания, восстановления сил и подготовки к будущим начинаниям. Также сегодня важно сохранять спокойствие и уравновешенность. Злость и негативные эмоции могут привести к конфликтам и неприятностям. Помните, что ваше эмоциональное состояние может повлиять на окружающих, поэтому старайтесь оставаться спокойным и терпимым в этот день. Также старайтесь в этот день держать дом в порядке. Домашний беспорядок может привести к чувству беспокойства, неуверенности и неудовлетворенности. Поэтому старайтесь поддерживать порядок и чистоту в своем доме, чтобы создать гармоничную и уютную обстановку для себя и для своей семьи.
В этот день лучше провести время в кругу друзей или семьи. Считается, что общение и совместное времяпровождение в этот день привлечет удачу и позитивные энергии. Как вариант, пригласите гостей, устройте веселый вечер или пикник на свежем воздухе. Это поможет создать приятную атмосферу и привнести радость в вашу жизнь. В этот день важно избегать и конфликтов, и ссор. Ссоры и негативные эмоции могут привлечь негативные энергии и повлиять на ваше благополучие в будущем. Поэтому старайтесь сохранять спокойствие и мирные отношения с окружающими людьми. Также в этот день не рекомендуем заниматься финансовыми операциями, такими как накопление денежных средств или их вкладывание. Дело в том, что считается, что вложенные деньги могут быть потеряны, а сбережения израсходованы нецелесообразно. Поэтому сегодня любые операции с деньгами перенесите на другой день. Также обращаем ваше внимание, что в этот день нельзя ни в коем случае откладывать деньги на черный день, иначе это может привлечь неудачу и негативные события. Вместо того, чтобы оставлять деньги на случай неожиданных обстоятельств, лучше сконцентрируйтесь на создании позитивной атмосферы и гармонии вокруг себя. Вот, друзья, у нас с вами вот такой уникальный, чудесный день, 21 марта по церковному календарю и по народным приметам. Мы надеемся, друзья, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите. Всех вам, друзья, мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.